В нашем современном и цивилизованном мире пиратство уже давно ассоциируется не с черепами на черном флаге и кораблями, а с торрентами и на халяву скачанным контентом. Однако данную тематику игровые студии достаточно часто используют для своих проектов, которые иногда получаются хорошими, а иногда, грубо говоря, такое себе. Поэтому в данном топе я покажу только годные игры на пиратскую тематику. На первом месте у нас Assassin's Creed 4 Black Flag. Когда-то в Ubisoft уже пробовали вписать в свою очередную игру новую механику, которая позволяла игрокам принимать участие в морских сражениях, и тем самым вышла уже полноценная игра. История Эдварда Кенуэя пришлась геймерам по вкусу. Рассекать моря нам предлагают на собственном судне, которое нуждается как в обслуживании, так и в всяческой модернизации. Также нужно нанимать команду и собственноручно крутить штурвал по бескрайним пиратским водам. Короче говоря, Черный флаг весьма заслуженно стала одной из самых запоминающихся игр про пиратов, так как даже на второй раз перепройти ее будет только в удовольствие. Второе место, пожалуй, Корсары Проклятие Дальних Морей. Вообще советую поиграть в каждую из частей, ведь они все отличаются своей уникальностью. Даже сейчас, спустя десятилетия после официального релиза, Корсары остаются чуть ли не самой крутой пиратской игровой серией. Но во всяком случае, лично для меня. Эти игры создавались в эпоху, когда у разрабов была цель завлечь игроков сюжетом и атмосферой и с хорошей играбельностью, а не количеством нулей, которые добавятся к банковскому счету после релиза. В Корсарах нам предоставлялась возможность исследовать огромный открытый мир, взаимодействовать с множеством уникальных персонажей и проходить интересную сюжетную кампанию. И все это с просто превосходной по тем годам русской озвучкой. Сейчас прямо в глаз пылинка попала. Ностальгия. Pillars of Eternity Deadfire – это сиквел знаменитой игры от компании Obsidian, которая отправляла игроков на поиски Эотаса, блуждающего божества, которое хранитель должен был остановить любой ценой. Мы исследуем новый архипелаг Deadfire, состоящий из огромного множества островов. Как полагается в любой уважающей себя RPG, в игре нам предлагалось заняться прокачкой команды, оснащать свой корабль всякими полезностями и сталкиваться лицом к лицу с опасными врагами. Также сама игра отличается своей играбельностью, и все благодаря продвинутой ролевой системе. Выбор персонажа здесь не ограничен лишь одной только генерацией внешности. Создавая своего героя, вы создаете настоящую личность, и от того, какие вы параметры зададите на старте, будет сказываться отношение игровых персонажей к вашему герою на протяжении всей игры. Игра дает вам возможность пройти игру так, как захотите это вы. Sea of Thieves. Честно говоря, я считаю эту игру слегка скучноватой в сетевом плане, но разработчикам удалось в деталях реализовать массу интересных идей, за что им большой респект. Некоторые осмеливаются называть ее лучшей игрой про пиратов, но тут уж каждый для себя сам решает, оценивая разные геймплейные аспекты. Из особенностей стоит отметить наличие многопользовательского режима, в котором ты поймешь, насколько могут быть коварными игроки. Еще откроешь новые земли, а также соберешь самую могущественную команду, дабы завоевать все пиратские альянсы. Множество событий в данной игре будут генерироваться случайным образом, что сделает ее прохождение еще более интересным. Например, здесь можно вместе с друзьями или рандомными игроками плавать по морям, встречая других игроков и создавать с ними альянсы. А можно наоборот грабить всех подряд, выполняя квесты NPC, охотясь за сокровищами и сражаться со скелетами. А еще тут есть Кракен и огромный призрачный корабль. В общем, геймплейных фишек здесь прям много, поэтому советую поиграть, а мы идем к следующей игре. Ryzen 2 Darkviters, по примеру с Deadfire, Ryzen 2 это сиквел, который неожиданно перескочил на пиратскую тематику. Главному герою, то бишь тебе, предстоит стать пиратом, чтобы лично остановить могущественного монстра Кракена, не дающего покоя местным мореплавателям. В целом тут тоже все типично для RPG. Фракции с их квестами, прокачка персонажей с кучей активных и пассивных умений на выбор и так далее в этом духе. Если не обращать внимания на малость устаревшую графику, то и на сегодня игра может увлечь на долгие часы. В общем, очень рекомендую. Если тебе понравился топ, то обязательно оставь свое мнение и пиши, какая игра тебе больше понравилась. Также не забывай поставить лайк и подписаться на канал, если ты тут впервые. Ну а с вами был Римок. Пока!